Привет, друзья! Это Макс, ваш учитель русского языка. Еще недавно я был на крайнем юге, на краю земли. А сейчас я у океана, но совершенно в другом месте. Это Бразилия, это Флорианополис. Но давайте обо всем по порядку. Эх, рубашка немножко мятая. Ладно, хорошо, что я не фитоняшка и не инстаграм-чика. Могу выйти в мятой рубашке. Так, микрофон работает, все окей, отлично. Ну что ж, начнем из дома, из нашей квартиры. Кстати, вы видели когда-нибудь маракую? Я вот никогда не видел маракую, и в первый раз маракую я попробовал здесь, в Бразилии. Очень прикольная, кстати. Я очень любил йогурты из маракуйи, когда еще жил в России, давно в детстве. Но саму маракую никогда не видел. Но вот она, можете посмотреть, как она выглядит. Такой интересный фрукт. Так, сейчас нужно выключить свет. Тут все не так очевидно. Вот это должно быть все в таком положении. Тогда все будет хорошо. Так, но еще есть несколько выключателей здесь. Один выключатель здесь. И еще один выключатель... Нет, два выключателя здесь. Ага, все, отлично, выключил весь свет. Собственно, так выглядит наша квартира. Я не хочу делать сейчас рум-тур. Покажу вам только с балкона немножко красоты, которая здесь вокруг. Но я думаю, что я сделаю просто отдельное видео про наш Офигеть, сложное слово. Про наш кондо. Кондоминиум. Так, да, кондо. Для меня это не очень привычное слово, потому что в России мы редко используем, никогда на самом деле не используем это слово. Вот, но здесь, да, именно это кондо, и я обязательно сделаю отдельное видео. Свет автоматически включается. Обязательно сделаю видео про него, но в следующий раз. Первая штука, которая меня вообще прикалывает, это электронный замок. Так, ну давай. Вот. Ты вводишь код и входишь. То есть тебе не нужно брать ключи с собой. Хотя я всегда машинально или автоматически тянусь... О чем вы подумали? К своей сумке. Там находится моя сумка, и в одном кармане у меня всегда лежат ключи. То есть ключи всегда в одном кармане. И я автоматически всегда тяну руку за ключами. Я автоматически тянусь за ключами. Вот. Мы, кстати, живем на... Интересный вопрос, на каком этаже мы живем. Здесь, в Португалии, так же, как и в Аргентине, это первый этаж. Мы живем на первом этаже. Но для России это будет второй этаж, потому что в России нету вот этого нулевого этажа, или, как его называют, ground floor, или планта баха. О, кто это? Кто пришел? Кто здесь такой? Привет! Привет, Сабрина! Так, здесь тоже все диджитализировано. Привет, привет, дорогой! Привет, дорогая! Ты куда? Привет, привет, Юль! Привет! Следующая автоматизация – это ты входишь по распознаванию твоего лица. Но сейчас, к сожалению, не видно. Но вообще эта штука распознает мое лицо и мое имя. И тебе вообще не нужны ключи, чтобы войти сюда.
Ну, как я сказал, про это место я сделаю отдельное видео. Мне кажется, оно достойно отдельного видео, это место, и того, сколько оно стоит, и того, что здесь есть, и вообще, какую жизнь мы живем здесь, в Бразилии. Вот, такие, кстати, в первый раз увидел такую машину, да. Кажется, это китайский электрокар, но я не уверен. Вообще здесь много китайских автомобилей, и не только китайских, но, в общем, автомобили совершенно другие, не такие, как в Аргентине. Да и вообще все другое. Язык другой, друзья. Другой язык. Сейчас мы выйдем из нашего кондо, да, ну, из нашего, не знаю, комплекса. В России я бы назвал это жилой комплекс. И мы называем это просто жилой комплекс. Поэтому мы сейчас выйдем из комплекса, и я вам подробнее расскажу, что мы здесь делаем и почему мы оказались именно здесь. Боди. Так. Отлично. Сработало. Ура, мы на свободе. Мы на свободе. Так выглядит дорога. Мы находимся в одном из таких тихих, спокойных районов города Флорианополис, друзья. Город Флорианополис – это остров. Фактически мы находимся на острове. Остров называется Санта-Катарина. И также называется штат Санта-Катарина. Мы находимся в районе Кампеше. Называется Кампеше. Вот так вот пишется это слово. Вообще вот здесь классно, но я хочу пройти не здесь. Или хочу... Не, ладно, я не хочу идти здесь. Пойдемте до следующего места, где можно подойти к океану. Вот так выглядит наш жилой комплекс. И вот мы идем по нашему району. Вообще, на этом острове живет около 500 тысяч человек, насколько я знаю. Но у меня есть подробный подкаст, друзья. Я сделал подкаст про то, про наши первые впечатления о наших первых впечатлениях об острове и о Бразилии вообще. Я там очень эмоционально рассказывал. Послушайте, пожалуйста, этот подкаст. Там я в подробностях говорю про первые эмоции и вообще подробнее про этот остров, про нас. В этом видео хочу вам больше показать, как все выглядит. Вот, кстати, вот сейчас, надеюсь, солнце не очень мешает. Здесь перед океаном, видно, что океан уже совсем недалеко. Здесь перед океаном идет такая интересная часть. Это фактически дюны. Ну, то есть местами это дюны, песок, а местами это такой кустарник прикольный. И чтобы попасть на пляж, нужно пройти эти дюны, этот кустарник. И это очень красивое место. Сейчас мы туда пойдем. Чувак загораживает весь вид. Ну ладно, ничего страшного. Удивительно, что здесь везде есть тротуары. Ну, то есть, обычно ты не ожидаешь от каких-то таких довольно курортных мест, что везде будут тротуары. Но здесь мы ходим с коляской уже несколько дней. Мы здесь около 10 дней. Мы ходим с коляской, и вообще никаких проблем не возникает. Везде тротуары. Ну, иногда они, правда, заканчиваются, как, например, вот здесь, да, вот в этом месте. Иногда такое бывает. Но вообще, в целом, инфраструктура на острове прям классная. Такая очень приятная. Сейчас мы пойдем посмотрим на дюны, подойдем к океану, и я вам немного расскажу про нас и про то, почему мы здесь оказались. Вот эти места, эти дюны начинаются с небольшого болота. Там болото становится больше, и там живут капибары. Это самые большие грызуны в мире. Там живут
какие-то, по-моему, змеи и даже какие-то крокодилы, типа, не знаю, кайманы или какие-то небольшие крокодильчики и еще кто-то. В общем, очень много интересной живности. Ну, правда, мы видели пока только капибару, еще ящерицы, какие-то большие ящерицы. Но мы, честно говоря, никого не видели, кроме капибар. Ну и к счастью, честно говоря, к счастью, потому что здесь, в Бразилии, вообще много разных ядовитых растений и ядовитых опасных животных, но они все находятся в основном туда, севернее, ближе к экватору, где Амазонка и так далее. А мы находимся все-таки на почти самом юге Бразилии, и здесь нет такого количества опасных животных и растений. Ну, про растения мало знаю, но животные, я слышал, что здесь есть пауки, 2 вида опасных пауков, ну, конечно, змеи, ну, в общем, вроде бы все. Но они не активны зимой, а сейчас зима. Господи, зима. Зима! Это, конечно, просто невероятно. Что это за зима? Ты идешь в футболке, на улице 22 градуса. Какая же это зима? Какая же это зима? То есть это не зима, да? Это выражение означает, что это не зима. Какая же это зима? Можно усилить. Какая же это нафиг зима? Или что это за зима? Что это за зима? Это не похоже на зиму. Кстати, друзья из Бразилии, подписчики из Бразилии, у меня есть идея устроить встречу, организовать встречу, meet-up такой, в Бразилии. Возможно, даже и, скорее всего, во Флорианополисе. Если вам было бы это интересно, я думаю, что, наверное, на 2 дня, на выходные, на субботу и воскресенье. Если вам было бы это интересно, то внизу в описании я оставлю ссылку на Google форму. Пожалуйста, напишите туда, и если наберется какое-то достаточное количество человек, то я думаю, что я попробую организовать такую встречу. Встреча будет не коммерческая, но будет какой-то организационный взнос на какое-то помещение, может быть, дом, где мы все соберемся. В общем, если вам такая идея нравится, пишите, внизу будет ссылка, и посмотрим, может быть, мы встретимся здесь, во Флорианополисе. Ну, или если вы не из Бразилии, а где-то рядом и готовы приехать на 2 дня, тоже пишите. Извините, друзья, мне приходится щуриться. Мне приходится щурить глаза. Это делать вот так. Из-за яркого солнца невозможно ходить с открытыми глазами. Ну, с полностью открытыми глазами, и приходится вот так щуриться. Поэтому я буду прикрывать глаза вот так ладонью, делать такой козырек и буду щуриться. Так что извините. Вы можете меня спросить: Макс, как так получилось, что еще недавно ты был в Ushuaia, а сейчас ты в Бразилии? Вообще, как так получилось? И, честно говоря, я сам не знаю, как так получилось. У нас, как я уже говорил, в Ushuaia произошла одна проблема. Мы планировали там жить 3 месяца, но по ряду обстоятельств мы не смогли. Мы хотели там пожить, реально, но была одна проблема. Я на самом деле записал уже, и уже он опубликован, один длинный подкаст про то, что получилось. Помните, у меня был выпуск, я говорил типа fight or let go, типа бороться с трудностями или нужно не бороться и позволить как бы судьбе самой решать, да, то есть идти против трудностей или все-таки не пытаться идти против трудностей, не нужно бороться, если что-то не получается, нужно бороться или нужно
не бороться. Вот мы на самом деле попытались бороться, и мы боролись, но в итоге все равно ничего не получилось. Хотя вроде получилось. В общем, об этом всем я рассказываю вот в этом подкасте. Послушайте. Я, как всегда, забываю, в каком углу находится ссылка. По-моему, вот здесь. Поэтому я там подробнее рассказал про отъезд из Усhuaи. Ну и вообще, раз мы уехали из Усhuaи, мы решили уехать из Аргентины, мы решили сменить полностью обстановку, и мы решили поехать в Бразилию, потому что всего 2 часа, даже меньше, перелет из Буэнос-Айреса во Флорианополис, прямой перелет, все классно. Ну и здесь просто невероятно круто. Вот он, наш комплекс, вот там. Здесь находятся дюны. Ну, я так называю дюны, конечно, не совсем дюны, но местами тут действительно дюны, особенно вот там вот. Там, кстати, другой район города Флорианополиса. Видите, остров достаточно большой, но как бы районы города располагаются на берегу океана в разных частях города. Например, вот там один район, мы живем в другом районе. И где-то вот там 3-й район. И районов достаточно много, может быть 8 или 10. И есть центр города с высокими зданиями, с небоскребами, где все очень красиво. Ну, прям современный классный город. Я вам обязательно его покажу. А вот здесь такая водится ящерица. Смотрите, какая прикольная. Но я ее никогда не видел. Вот. Вообще, это серферский пляж, ну, вообще место, вот это Кампеше, район, он серферский. Сюда приезжают серферы, потому что здесь Атлантика, Атлантический океан, волны, и хорошо заниматься серфингом. Однако сейчас этот пляж закрыт для серфинга по ряду причин. И серферы занимаются чуть дальше, вот там. Но я туда не пойду, это слишком далеко. В общем, мы все равно собирались уезжать из Аргентины после Усhuaи. И раз у нас не получилось пожить там, то мы решили, почему бы не пожить здесь, во Флорианополисе. Мы много уже слышали очень про это место. Мы слышали очень позитивные отзывы и от аргентинцев, и от бразильцев, и от русских, которые живут в Аргентине. Ну, действительно, те, кто приезжают сюда из Аргентины, а я уже встретил здесь несколько аргентинцев и русских, и те, кто приезжают из Аргентины, все просто балдеют от баланса цена-качество. То есть мы здесь за те же деньги, как и в Буэнос-Айресе, можем жить, ну, просто как короли. Ну, посмотрите, океан, шикарный жилой комплекс. Еда стоит, ну, в 1,5-2 раза дешевле. Еда просто невероятно вкусная и невероятно разнообразная. Есть рыба, есть морепродукты, вообще все, что только ты захочешь. Развитая инфраструктура, магазины, одежда, обувь, не знаю, все что угодно. Просто я наконец-то купил себе новые штаны, которые, кстати, превращаются в шорты. Ну, конечно, такая погода, штаны должны превращаться в шорты. Кстати, там классный остров, но туда нужно ехать на каком-то кораблике. Очень хочется это сделать, но пока еще мы не добрались до туда. Если мы это сделаем, я обязательно сниму нашу поездку на остров. Мне кажется, там очень классно. Вот, и поэтому мы решили, что мы можем сократить расходы и побывать в новой стране, ну или, по крайней мере, оставить расходы на прежнем уровне, но при этом увидеть новую страну,
побывать в классных местах и позволить себе другой уровень жизни, так скажем, за эти же деньги. Так, здесь небольшой ручей. Здесь небольшой ручей. Нужно, наверное, прыгать. Сейчас будем прыгать. Так, раз, два, три. Опа! Нормально. Перепрыгнул. Честно говоря, мы никогда не думали про Бразилию как... Простите, я иногда называю страну не Бразилия, а Бразиль. Я не знаю на бразильском как Бразилия, ну, на португальском. По-испански Брасиль, но по-русски как бы Бразилия, но мне нравится говорить Бразиль. Ну, это как-то короче и удобнее. Поэтому извините, если я буду так иногда говорить. Страна Бразилия на русском. Мы никогда не думали про Бразилию. Мы никогда не думали про Бразилию касательно жизни здесь. То есть мы не задумывались о том, чтобы пожить в Бразилии. Почему? Наверное, главная причина – это ее, скажем так, дурная слава. Да, дурная слава в плане безопасности. Здесь не очень все-таки безопасно. Вообще, если мы берем средний уровень безопасности по стране, не очень безопасно. Однако, насколько я понял, есть регионы, и мы сейчас находимся как раз здесь, на юге или на юго-востоке страны, где очень безопасно. И при этом развитая инфраструктура, вкусная еда, низкие цены, классная недвижимость. Не знаю, вообще все супер. И у нас даже появились мысли, блин, а могли бы мы здесь жить? И я понимаю, что ответ скорее да. Да, проблема есть в языке, что все-таки язык близкий к испанскому, и мы сейчас используем испанский, здесь люди понимают испанский, ну, многие понимают испанский, можно как-то объясниться, но сложно понять, что тебе отвечают. То есть мы более-менее понимаем, но не очень хорошо. Но я пока не готов начинать изучение португальского, потому что, ну, изучение языков требует огромного количества времени, усилий и так далее. И, ну, это тяжело, и, не знаю, в общем, банальный ответ, просто нет на это времени, да. Вот такой банальный ответ. Поэтому я планирую выучить произношение, ну, то есть звуки, чтобы я мог прочитать, что написано, и какие-то туристические фразы, типа «обригадо», «боа диа», «бом диа», да, и так далее, вот на таком уровне. Но вообще интересно, конечно, язык очень интересный, звучит реально как какой-то славянский язык, ну вот для меня, даже для нас с Юлей, потому что много таких звуков ш, ч, ж, ш, похожих на и интонация, и похоже на, не знаю, на какой-то славянский язык по произношению, по звучанию, да, по звучанию. Очень интересно. Пока я снимал тут ресторанчики, которые вы уже видели, мужик один сказал мне «добрый день» на русском. Ну, понятное дело, на самом деле здесь действительно большое количество русских, и поэтому иногда люди говорят тебе «привет» или там «добрый день» или что-то на русском. Очень прикольно, очень прикольно. Кстати, у меня на самом деле есть цель. Я не просто так вышел на улицу, чтобы снять видео. Ну, как я уже говорил, когда у тебя мало времени, тебе нужно уметь сочетать несколько дел. Так вот, у меня сломался переходник. Вот эта штуковина называется переходник. Ну, вообще, окей, это называется тройник. Это называется тройник, потому что раз, два, три, да, поэтому тройник. Но он и переходник тоже, потому что здесь один тип вилки,
а здесь другой тип. И вообще в Бразилии формат, как это правильно назвать, не знаю, формат розеток и вилок, он похож на европейский. И большинство зарядок европейских или российских подходят. Но проблема в том, что некоторые европейские вилки, они с толстыми вот этими, не знаю, как это правильно называть, с толстыми вот этими частями. И они просто не вылезают у тебя в розетку. Поэтому нужен вот такой переходник, где есть такие вот толстые, такие большие отверстия. Надеюсь, я понятно изъясняюсь. Вот, и он у меня сломался сегодня, вот видите, и поэтому я не могу включить ноутбук. То есть телефон, там, бритва, еще какие-то вещи, все это работает прекрасно. Но все, что требует такой более толстых вот этих, как они называются? В общем, здесь будет название, друзья, как называются вот эти части. Короче, мне нужно купить такой переходник. Я, честно говоря, не знаю где, поэтому я сейчас пойду в условный центр Кампеши и попробую поискать какой-то магазин с электроникой. Может быть, там есть такие тройники или переходники. Доказательство, что здесь много аргентинцев. Смотрите, аргентинское мороженое. Видите? Падария – это, я так понимаю, панадерия, то есть это бейкери, да, пекарня. Пекарня, аргентинская пекарня и мороженое. И, как я уже сказал, я встретил здесь множество аргентинцев, и многие сказали мне, что они переезжают сюда жить. То есть они именно переезжают сюда жить. То есть они приехали сюда, чтобы жить. Не просто, чтобы 2 недели провести, да, или чтобы просто провести здесь отпуск, а чтобы жить. И это понятно, потому что аргентинцы, которые работают удаленно, они могут легко жить в Бразилии. И за те же деньги они получат совершенно другой уровень жизни. Поэтому понятно, почему многие аргентинцы сюда, и не только аргентинцы на самом деле, сюда приезжают. Кстати, а еще в 10 минутах ходьбы от нашего дома находится вот такой пустырь, я бы назвал это пустырем. И он достаточно большой. Часть этого пустыря вот там – это парк. А часть просто пустырь, где пасутся коровы. И на самом деле, там есть дорога, люди там ходят, там можно гулять, там есть классный лес. Может быть, я даже вам его покажу. Лес такой прям из сосен, очень напоминающий Россию. Очень прикольно. Ой, смотрите, а там птица сидит прямо на корове. Смотрите, не знаю, видно вам или нет, но реально птица сидит на корове. Она, видимо, что-то ест, что-то ищет у коровы, может быть, каких-то жуков. Я знаю, что так некоторые птицы едят что-то из пасти крокодилов, но я никогда не видел птицу на корове. Вообще, конечно, у вас может сложиться не очень правильное впечатление о Флорианополисе, потому что это лишь его часть. И эта часть такая тихая, спокойная, но есть и другие части города. И эти части, эти районы, они отличаются. Поэтому обязательно покажу вам центр, чтобы у вас сложилась какая-то более полная картинка о том, как выглядит это место. Вообще, сам Флорианополис мне немного напоминает... А я вам не скажу, что. Можете послушать подкаст, ссылка еще раз будет вот здесь, где я говорил подробнее про этот остров, и я там упоминал, на что он мне кажется похожим, или что этот остров мне напоминает. А вы мне потом напишите, и я проверю, послушали вы подкаст или нет. Да, я забыл
про одну важную вещь. Сегодня воскресенье, и большинство магазинов, маленьких магазинов, закрыто. Но я дошел до супермаркета. Он находится где-то в 10-15 минутах ходьбы от нашей квартиры. Сейчас посмотрю, нет ли в супермаркете переходника. Да, в супермаркете есть всякие похожие штуки. Например, вот это розетка просто. Вот тройник. Это тройник, но это не переходник, потому что у него тоже, видите, какие тонкие вот эти пины. Окей, давайте назовем это пин. Тонкие пины. А мне нужно, мне такой не подойдет. И такой тоже мне не подойдет. Блин. Неужели я ничего не найду подходящее? Ну, конечно, можно просто взять и переделать розетку. Просто взять и поменять саму вилку, вернее. Не розетку, а вилку. Поменять вилку, сделать вот такую. Но это будет колхоз. Если честно, это будет колхоз. И я так делать не хочу. Ну а больше, кажется, ничего такого подходящего нету. Есть вот удлинители, вот здесь удлинители, но они тоже, вот посмотрите, все с тонкими, с маленькими отверстиями, с узкими отверстиями. И эти тоже, вот, тоже с узкими отверстиями. Да. Что делать? Что ж. Моя миссия не выполнена. Я не смог купить адаптер. Но ладно, сегодня у меня будет Digital Detox. Сегодня отдохну от компьютера. Вообще, сегодня воскресенье. Я и не планировал особо работать, что-то делать. Хотя у нас по будням идет ремонт где-то наверху здания, и постоянно сверлят. И записывать видео или подкасты просто невозможно. Поэтому выходные — это лучшее время, чтобы поработать. Что ж, друзья, вот в таком лесочке я и заканчиваю этот выпуск. У нас огромное количество впечатлений, эмоций. Слушайте подкаст, где я рассказывал про Бразилию. Слушайте подкаст, где я рассказывал, почему мы уехали из Ушуаи, что там произошло, там целая история. Ну и до встречи здесь, во Флорианополисе. Чао-чао!